Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущие события. Вчера выступил успешно доктор Пауэлл, привел рынки в новое энергетическое состояние. Давайте рассмотрим, что происходит, какие новости и какие движения предполагаются по нефти, золоту, доллару, рублю и другим активам на сегодня. Так, давайте начнем с календарика. В Японии сегодня выходной. Прекрасно поздравляю японцев с выходным днем. Так, ну вот по Германии около 11 часов выйдут данные по безработице. Вот это очень существенная рэперная точка. Она покажет, в каком направлении в начале мая будет двигаться евро, потому что, как ни крути, Германия это локомотив. Так, ну там еще потребительские цены и потом в 15:30 данные по ВВП Соединенных Штатов. Вот это очень существенный, очень важный момент. Потому что, как вы сами понимаете, если ВВП не растет, или если он растет меньше прогноза, то значит что-то не так и не то происходит в датском королевстве. И поэтому здесь возможен отрезвляющий эффект, если такая ситуация получит развитие. Так, ну и в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице. На что здесь хотел обратить внимание? Данные эти волатильные, выходят они порой плюс-минус туда-сюда, рынки начинают чихать и кашлять на этом. Но в целом, если мы посмотрим, здесь идет тренд на снижение. Это говорит о том, что все-таки благоприятные силы в Соединенных Штатах преобладают. Но, конечно, до значения в районе 150-200 тысяч, до кризисных, пока речи не идет. Но, тем не менее, налицо тренд на снижение первичных заявок, что само по себе достаточно позитивный момент. Так, ну и далее в 17 часов индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Тоже статистика достаточно важная, поскольку во многом восстановление американского рынка завязано на рынке недвижимости. Причем именно на рынке первичной недвижимости. Потому что на вторичной недвижимости все занимаются рефинансированием ипотек. А именно первичный рынок недвижимости, строительство вызвал бум спроса и рост цен на строительные материалы и строительные услуги. Также потом ближе к вечеру еще что-то ФРСники будут нам разъяснять, но это уже будет в 6 и в 21:00. Так, друзья, давайте начнем с российской прессы, потом плавно перейдем к американской, чтобы не следовать пословице «начали за здравие, кончили на упокой», будем обратному утверждению следовать. Итак, что касается того, что происходит в России. Ну, здесь вот по поводу 100 дней президентства Байдена, это мы с вами ранее обсуждали. Сейчас масса новостей о том, что начался рост цен на продовольствие в России. Там какая-то парадоксальная ситуация с гречкой, с ценами на гречку сложилась. Тем не менее, хотел отметить, что это общий мировой тренд подорожания сырья. Есть своя специфика, это монополизированность. И вот эта монополизированность, она действует на общий мировой тренд по росту цен на сырья, раздувание пузырей, как мультипликатор, который усиливает рост. Так, ну вот здесь грозные заявления по поводу новых санкций. Так, ну вот интересная статья о том, что Рэй Далио, на которого многие ссылаются, многие его боготворят, называют его Стивом Джобсом от инвестирования. Но на самом деле, мне кажется, такие эпитеты, они не вполне корректные, потому что скажем так, гениев инвестирования в Америке масса, а вот Стив Джобс он один, и таких гениев, как Стив Джобс, Форд, их было относительно немного и гораздо меньше, чем тех, кто занимается инвестированием. Поэтому, конечно, сравнение лестное, но с моей точки зрения, Стива Джобса не надо сравнивать с финансистами, его гений совершенно иного и более одухотворенного толка. Итак, по мнению Рэй Далио, то, что в России основная часть проблем связана с тем, что русские люди, граждане России, они не могут с друг другом взаимодействовать, консолидироваться и выстраивать отношения. Возможно, в этом он прав, но основная ключевая проблема заключается в том, что очень много людей описывают и видят проблему своими глазами, субъективно. Мало кто предлагает толковые конструктивные решения, и еще меньше кто могут это исполнить. Поэтому те, кто описывает и ставит диагноз, их масса, но ключевые люди это те люди, которые будут с учетом понимания решать проблемы и, соответственно, все развивать, все выращивать.
Ну, вот также Рэй Далио указывает на то, что Соединенные Штаты движутся в сторону упадка. На самом деле мнение это весьма спорное. Уже неоднократно они двигались в сторону упадка, но за счет того, что при всех своих недостатках дикий американский капитализм, у него наибольшая живучесть, наибольшая сила саморегулирования, поэтому все предыдущие упадки Соединенные Штаты как-то решали, выходили из ситуации, выкручивались. Поэтому, ну, Рэй Далио, он, конечно, гений в чем-то, но сколько живет Рэй Далио и сколько существует Соединенные Штаты. Так, ну и вот достаточно такая вещь, она может оказаться очень неприятной, которая заключается в том, что Байден предложил с Ирана снять жесткие санкции. Ну тут с одной стороны там постоянные инциденты какие-то происходят между американскими и иранскими кораблями, периодически они всплывают в прессе, но не всегда. Вот. И при этом как бы, ну, здесь вполне логичная позиция, то есть сначала пытаться воздействовать, заставлять, а потом давать какие-то блага. Здесь ситуация, она в чем может быть негативной? В том, что если с Ирана снять санкции жесткие, то хлынет огромный поток нефти на рынок. Что будет с ценами на нефть при этом, можно только догадываться. И тогда здесь возможны разные сценарии, не очень хорошие для мировой нефтяной промышленности, в том числе для России. Но, во-первых, это снижение цен на нефть, во-вторых, использование различных неконкурентных геополитических механизмов для того, чтобы тех, кто качает неправильную нефть, убрать с рынка. И вот это, пожалуй, наиболее неприятное и жесткое, что может произойти. Так, ну и вот по поводу основной идеи Рэй Далио, что Соединенные Штаты, они зашли не туда, что расти будет Китай, Китай станет доминантой. Я хотел бы обратить внимание на то, что в основе всего лежит идея. Американская идея, лучше нее никто ничего не предложил. Та идея, которая лежит в основу Китая, она, с моей точки зрения, для большинства людей, тем более с учетом скорости обмена информацией в 21 веке, она абсолютно непривлекательна. Помимо всего прочего, в Китае происходят процессы, которые пока еще в достаточной степени не видны, но они могут привести к неблагоприятному развитию ситуации в экономике Китая. Поэтому, с моей точки зрения, гений Рэй Далио, наверное, все-таки есть. Но что касается Китая, здесь будет, возможно, какой-то всплеск вверх, и потом мы увидим очень сильный откат вниз. Так, друзья, ну и переходя к американским новостям, к тому, что происходит в Соединенных Штатах, конечно же, мы сейчас акцентируем внимание на вчерашнем решении ФРС, оно ставки сохранило, при этом появилось вот такая новое суждение о том, что сравнивают связку Байден-Пауэлл с Рейган-Волкер и обращают внимание на то, что на самом деле они являются антиподами. Почему? Потому что Рейган и Волкер стимулировали дикий капитализм и бизнес, а Байден-Пауэлл, они заточены на то, чтобы стимулировать спрос, потребление, помогать удержаться на плаву и то, что сейчас модно называть социалистические Соединенные Штаты Америки. Вот. Конечно, в этом есть доля правды, доля истины, но здесь надо четко понимать, что те времена и те проблемы, с которыми столкнулись Рейган и Волкер, они были качественно другие и существенно отличались от тех проблем, с которыми столкнулись Байден и Пауэлл. Когда Рейган и Волкер начинали выводить Америку из неприятной ситуации экономической, когда, в общем-то, начало все настраиваться и зарождаться современный технологический мир именно в те года, тогда еще не работал с такой чудовищной силой печатный станок, и поэтому как раз именно развитие, стимулирование бизнеса, оно должно было сыграть ключевую роль, и именно так и произошло. В текущих реалиях, когда уже по определенным позициям, товарам, услугам произошел кризис перепроизводства, но те же айфоны при всех их плюсах, вы не будете каждые полгода или 3 месяца покупать новый iPhone. Поэтому подошли к определенному плато, и соответственно здесь уже возникает ситуация, когда нужно пытаться стимулировать, удерживать спрос, пока происходит технологическое перестроение экономики. Поэтому да, с одной стороны Байден, Пауэлл, ВС, Рейган, Волкер, можно сказать, антиподы. С другой стороны, надо четко понимать, что те проблемы, которые они решали, с чем они боролись,
они абсолютно качественно отличаются. И то, что было полезно и важно тогда, оно сейчас ну, было бы летально, оно привело бы просто к обвалу. Здесь еще надо обратить внимание на то, что несмотря на критику Байдена, что он типа отбирает у богатых и передает бедным, да, то есть это определенное дестимулирование заработка происходит, но здесь надо четко понимать, что с учетом ковида произошло еще большее расслоение. Есть группы стран, в которых очень высокий индекс Джини, то есть очень сильное расслоение общества. Из развитых стран, то есть Западная Европа и так далее, Америка обладает одним из высочайшим расслоением общества по доходам, и она в этом плане, в общем-то, является аналогом России. То есть по уровню расслоения, присущего дикому капитализму, Соединенные Штаты и Российская Федерация братья-близнецы. Вот. Разумеется, в Европе ситуация не такая, но на текущий момент Соединенным Штатам надо как-то что-то с этим делать, потому что вот это расслоение, которым американцы все время гордились и говорили, что это заставляет людей двигаться вперед, да, это так. Но в текущих реалиях это расслоение, оно следствие пузырения, избытка финансовых денежных средств, которые во все вливаются и порождают инфляцию издержек. И поэтому, с моей точки зрения, действие Байдена, оно абсолютно правильное. В текущих реалиях нужно снизить вот это самое диспропорцию, индекс Джини, то есть уменьшить разницу между очень богатыми и очень бедными. Потому что иначе действительно Соединенные Штаты, они могут получить кризис вообще всей этой идеи американской. И как следствие общее негативное мировое отношение, ну и большие социальные, политические, экономические проблемы Соединенных Штатов. Поэтому на текущий момент, несмотря на всю критику, я считаю, политика Байдена, она во многом справедлива и экономически оправдана. Как только вот это соотношение неравенства, которое возникло из-за ковид, начнет снижаться и придет в норму, соответственно, здесь надо будет проявить разум и отключить все эти налоги, все эти бонусы, которые перераспределяют деньги от очень богатых к очень бедным. Вот такое мое видение всей этой ситуации. Так, ну и вот идет огромная полемика, борьба, как стоит ли поднимать налоги, в каком объеме. Недвижимость, кстати, они стараются не трогать, потому что недвижимость сейчас это, в общем-то, драйвер отскока, драйвер экономического роста. Ну и вот очень интересно, что во вчерашнем выступлении Пауэлла все заметили такое слово froth, пена. То есть, что многие рынки или там какие-то рынки вспенились, то есть раздулись непропорционально тому, как это необходимо. Ну и действительно, если смотреть на изменение капитализации рынка и, соответственно, как оно коррелирует с P на E, то есть Price per Earning, то есть то, как стоимость компании соотносится к доходу, к прибыли, который генерит компания, то ситуация сейчас, она, мягко говоря, не айс. Но с другой стороны, когда есть дешевые деньги, то вполне естественно, что вот такие пузыри, они надуваются. Деньги дешевые и вкладывают во все подряд, что может сколь-нибудь доход принести отличный от какой-то базовой ключевой ставки. Так, ну и как следствие этого политики монетарной мы видим ситуацию, связанную с криптоактивами. Coinbase в моменте по капитализации опережал NASDAQ, американскую высокотехнологическую биржу. Но здесь четко надо понимать, что помимо просто надувания пузыря, здесь еще есть такой момент, как смена технологического уклада. Появление новых технологий, которые плотно вошли в нашу жизнь. Как в 70-е и 80-е годы вошли компьютеры. Значит, что это биткоин навсегда? Нет, возможно, не навсегда. Но на текущий момент криптовалюта, она играет достаточно ощутимую роль в экономике. И навряд ли ее роль будет снижаться. Несмотря на запреты, несмотря на то, что многим центробанкам такое положение дел, оно не нравится. Надо четко понимать, что это новая технология, она является альтернативой социального устройства, когда осуществляется децентрализация, когда центр принятия решения, контроля власти и так далее, он распределен между сообществом. Ну и как следствие, помимо криптобезумия, как это называют, породилась мемомания, когда всевозможные интересные активы типа GameStop, они взмыли в небеса. Но на самом деле кто-то говорит, что вот там надули пузырь. Я считаю, что здесь никакого противоречия нет, потому что любая рыночная стоимость – это то, что люди готовы заплатить за какую-то услугу или товар,
И многие люди, которые говорят, что вот это там стоит несправедливо, оно столько не стоит, они забывают, что ключевое определение рыночной стоимости – это то, что в понимании людей они готовы за это заплатить. Как это вызвано? Там, грубо говоря, человек идет по пустыне, ему нужна вода, или с помощью маркетинга у него раздули какое-то представление, это уже другой вопрос, и с моей точки зрения в текущих реалиях общества это носит технический характер. То есть те люди, которые говорят, вот здесь нет реальной потребности, реальных активов, ну да, там в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда были заводы и торшеры, действительно вопрос реальных активов, которые можно потрогать или которые что-то выпускают, он был актуален. Сейчас как бы все свелось к тому, что очень быстро идет смена потребностей у людей, и они разные вещи могут сегодня одно считают очень интересным и готовы за это платить, завтра другое. То есть это было всегда. Та же тюльпаномания в Голландии, которая возникла там, по-моему, в 17 веке, если не ошибаюсь. Но тогда это было на грани абсурда, потому что тогда не было такого быстрого обмена информацией. Сейчас век, в общем-то, быстрого взаимодействия, интернета, вот это надувание пузырей, оно происходит очень быстро, надувание, лопание и так далее. Ну и здесь просто психология людей, она очень, ну не знаю, как удачно или неудачно наложилась на скорость обмена информацией в новом потоке. И поэтому с точки зрения, как происходит ценообразование, его социологии и психологии, я считаю, здесь ничего такого нету. То есть это как раз проявление того, что текущая ситуация и скорость обмена информацией, она вот таким образом формирует рыночную стоимость сначала в сознании людей, потом на графиках. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Так, ну вот у нас VIX. Что хотел сказать по VIX? По VIX, несмотря на весь, казалось бы, позитив, что будут печатать деньги и так далее, особого снижения нет. Как находился он в этой консолидации, так и находится. То есть это говорит о том, что определенные риски в систему заложены. И на самом деле никто не испытывает иллюзий, что в любой момент все не может посыпаться и значительно скорректироваться. Так, далее индекс доллара, тоже дневной график. Сегодня он пытается отскочить. Ну, здесь на самом деле, с учетом того, как он вчера вышел вниз, весьма вероятно, что движение на ослабление доллара, оно будет продолжаться. И здесь первая цель находится сначала на 89,6, потом на 89,2. Вот. Но есть определенный момент. Каждый раз, когда он движется, возникают определенные точки, пересечения которых может привести к тому, что разовьется очень энергичный отскок. В данном случае такая точка находится вот здесь, в районе 90,97. Если он сюда отскакивает и ее пробивает, то пойдет движение на сильный уровень 91,5. Пока таких предпосылок не сформировалось, но сегодня масса макроэкономических данных, которые могут к этому его сподвигнуть. Так, ну S&P, SFD на фьючер, здесь у нас ни дня без рекорда, идет непрерывный рост. Так, далее эфириум, но по эфириуму назрела необходимость для того, чтобы произошел коррекционный откат. Возможно, даже если повезет, откат будет куда-то сюда на 2300. Вот. И здесь есть волшебная линия, это 2160-2150, пробитие которой может привести к тому, что разовьется очень сильная коррекция по нему. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, здесь у нас ситуация идет к тому, что будет тестирование на пробой 68. Вот если 68 пробиваем. Итак, друзья, на сегодня вот этот вопрос будет решаться, пробьет, не пробьет 68. Если пробивает, то уже сегодня или в понедельник можем увидеть движение на 70. Так, но здесь, переходя на часовик, у нас по нефти сейчас консолидация. Эта консолидация имеет нижнюю границу 67.25 и верхнюю границу 67.77, 68. Здесь, если формируется сейчас пробой, этот пробой нормально на объеме проходит, то мы уже сегодня можем увидеть движение, ну сначала 68,5, потом в районе 70. Вот. С учетом того, что пятница, наверное, сегодня все-таки такое движение не произойдет, мне кажется более логичным сейчас отбой от этих значений и движение с целью тестирования 67.25. И в случае пробоя этого значения по нефти мы уйдем искать поддержку в район 66,8, вот сюда вот.
Если сюда приходит и отсюда быстро не отскакивает, то тогда весьма вероятно движение вниз на 66 и далее оно может продолжиться. Но сами видите, у нефти действительно идет заряд очень мощной бодрости, и все проливы, которые происходят, они выкупаются достаточно энергично. Новости по Ирану и по Индии, которые выходят, могут, конечно, вызвать существенный перелом и резкий коррекционный откат. Но если к Индии уже все привыкли, то по поводу снятия санкций с Ирана внезапные какие-то заявления могут здесь очень существенно картину скорректировать и вызвать пролив вплоть до 62,5 и ниже. Так, друзья, далее касательно золота. Ну смотрите, по золоту на 1800 мы не пошли. Духу ФРС не хватило на то, чтобы затолкать его наверх. Вот, но тем не менее, вчера были очень интересные движения по золоту. Сегодня с утра тоже оно пыталось отыграться. На текущий момент золото находится в консолидации 1783-1774. Соответственно, пробой верхней границы и здесь закрепление будет выталкивать на 1800. Пробой нижней границы уведет его на 1766. На текущий момент, сейчас давайте часовик откроем. Так, ну у нас по часовику сейчас произошел разворот и идет движение, цель которого сходить вот сюда вот на 1774-1775. Вот, возможен задерг в эту область до 1770-1773. Если будет пробой этой области, то уходит оно сначала на 1762 и потом будет пытаться консолидироваться, накопить силы в район 1766. Ну и соответственно пробой вот этой нижней пимпочки 1761 и ниже приведет к тому, что золото начнет очень сильно корректироваться. Пока на текущий момент это в большей степени похоже на коррекционный откат, и пока нету уверенного пробития 1766, говорить о том, что золото начинает падать, я думаю, преждевременно. Весьма вероятно, что вот сейчас это снижение, оно продлится куда-то сюда, и по факту набора позиций отсюда пойдет обратный отскок. Так, друзья, далее евро-доллар, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь на самом деле цели движения до конца еще не выполнили. Вот, на что хотел обратить внимание. Опять же, вот этот уровень, который 1250. Соответственно, пока этот уровень 1250-1248 не пробит, евро будут выкупать и гнать вот сюда, к старому рубежу. Ну, исходя из 4-часового таймфрейма, сейчас идет движение, цель которого сходить на 1,2072. Это движение не происходит в том случае, если сейчас здесь начинается консолидация и пробой 1,2150. В этой ситуации мы увидим движение на 2183. Вот. Но на текущий момент, я думаю, все-таки более вероятно движение куда-то сюда и по факту достижение 1,2083-2086 до набор позиций и попытка отскока. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовик ставлю. Вчера было размещение, но оно такое средненькое по ОФЗ. Там, по-моему, что-то в районе 20 или 30 миллиардов разместили. Но на самом деле на текущий момент пока больше не нужно. Этого вполне достаточно. Сейчас немножко мы не допадали до 74,1. Тем не менее, вот здесь сформировалась попытка разворота. Цель разворота возврат на 74,94. В случае пробоя вот этого значения 74,1 у нас цель движения будет конечная находиться между двумя желтыми линиями вот этими. На текущий момент, я думаю, вероятность такого движения не очень высока. Она реализуется, если будет движение нефть 70 и далее наверх. В текущих реалиях здесь более вероятен коррекционный отскок с моей точки зрения. Ну и переходя на часовик, здесь ближайшая цель движения находится на 74,8, вот здесь вот. Соответственно, сценарий не реализуется, если сейчас идет движение вниз и пробой 74,2. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас идет вот это движение, цель его 154. И, соответственно, осталось до него совсем чуть-чуть. Но на текущий момент вполне здесь все созрело для того, чтобы немножко откатиться и сходить в район 148 500. Но вот сейчас на часовике мы с вами видим, сейчас 9.53, здесь попытка разворота. И в случае, если она реализуется, то отсюда пойдет коррекционный откат, цель его 149 тысяч. Если все-таки здесь
возникает пробой 150 600, то мы сегодня увидим отработку 152 500. Я думаю, здесь все-таки более логично какой-то коррекционный откат. Первая цель это 149 500. И в случае, если здесь не удерживается, пробивает 149, следующая цель это 148 300, 148. Соответственно, если откат затягивается и возникает пробой 147 тысяч, то мы увидим более существенное движение вниз, цель которого будет в районе 143 500. Так, друзья, далее Сбербанк, но здесь уже игрища идут с пробитием уровня 296. Чем дольше он удерживает это значение, диапазон 296-300, и здесь торгуется, тем больше вероятность того, что в ближайшее время пойдет движение сначала на 320, потом на 340. Так, ну и часовой таймфрейм. Сейчас Сбер находится в консолидации, верхняя граница консолидации вот этой поджатой 299,3, нижняя граница 297,5. Сейчас более вероятно движение к нижней границе. Если она не будет пробита, отсюда пойдет возвратное движение, пробой и уход выше 300. Если здесь все-таки возникает пробой, то мы пойдем искать поддержку на 296, вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее Газпром, беру 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас идет сейчас движение. Цель этого движения сначала прийти на 234, потом попытаться отсюда сходить и пробить 237,5. Соответственно, весь этот сценарий на рост, он отменяется или откладывается, если пойдет коррекционный откат и будет пробитие значения 230. Пока 230 не пробито, будут нагонять его вверх и вперед. Переходя на часовой таймфрейм, он находится в консолидации 232, 233,3. Как только будет вот эта верхняя граница пробита на объеме, сразу отсюда импульс движения, цель которого будет 235,14, вот сюда вот. Если все-таки мы пробиваем 232, 231,5, отсюда у нас идет движение вниз, цель которого будет 229,5, 230. Так, друзья, далее вопрос был по ММК, Металлург, созвучный с ГМК, но не ГМК, дневной таймфрейм. Но здесь у нас сегодня, вчера очень хорошо отпадали, но его откупили. Его откупили, и сейчас отсюда будет попытка отскока, цель которого 69,3, 69,5. Отскок не сработает, если будет возвратное движение вниз и пробой 64, 63,8. В этой ситуации полетит он на 58,8, вот сюда, к этому значению. Здесь пока больше факторов указывает на то, что будет коррекционный отскок. Ну и по 4-часовику мы по ММК находимся в консолидации. И, соответственно, движение будет определяться, в какую сторону произойдет пробой. Судя по дневному графику, больше шансов на то, что будет движение вверх и попытка сходить на 68,5. Но вот этот уровень 63,8, если он пробивается, пойдет движение вниз. На текущий момент больше факторов указывают на коррекционный отскок вверх. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Всего наилучшего.